Торговая улица Ванфудзин находится на севере проспекта Чананзе, в восточной части площади Тяньаньмэнь. Ванфудзин – самая знаменитая китайская торговая улица. Она приобрела известность еще в эпоху династии Мин. В начале 90-х годов прошлого века здесь начались крупномасштабные ремонтные работы, которые закончились в 1999 году. Теперь Ванфудзин имеет совершенно новый облик. Построена современная пешеходная улица длиной 810 и шириной 12 метров. Ванфудзин – мир товаров. Ванфудзинский универмаг, новый рынок Дунань, площадь Востока – везде предлагается широкий выбор одежды, обуви, постельных принадлежностей, игрушек, косметики, домашних электроприборов и продуктов. На Ванфудзине есть множество специальных магазинов – книжных, часовых, магазинов очков, фотоателье, крупнейший магазин спортивных принадлежностей, центр торговли произведениями прикладного и изобразительного искусства. Кроме покупок, посетители Ванфудзина могут получить и другие удовольствия – фильмы на открытом воздухе или выставки мод. На перекрестке Цзинью находится ресторан Дунлайшунь, который специализируется на одном монгольском блюде, весьма популярном в зимнее время. Его родное название – хокго. По сути, это металлический горшок с водой, под которым разведен огонь. Перед посетителями лежат кусочки сырого мяса, лука, капуста и так далее. Опускаешь эти куски в горячую воду на несколько секунд, потом обмакиваешь в соус и ешь. Это блюдо – изобретение кочевников-монголов, которое пришлось очень по вкусу императорам-маньчжурам. Улица Ванфудзин – ровесница самого города, но сегодня она совсем изменила свой облик. Она стала пешеходной наподобие старого Арбата. Сюда даже на велосипедах въезд запрещен. Появились вазоны с цветами, урны для мусора, удобные скамейки, телефоны-автоматы. Сюда, как на экскурсию, приходят пекинцы. А совсем недавно, в конце улицы, от соседних построек очистили великолепный католический собор Святого Иосифа. Живописный ряд лотков с закусками и напитками по обеим сторонам улицы привлекает тысячи гурманов и туристов. С наступлением вечера уличные фонари и неоновые лампы освещают Ванфудзин, оживляя ночной рынок китайских деликатесов на северном конце улицы. Здесь, наперебой, китайским и зарубежным посетителям кулинары предлагают очень вкусные блюда и закуски из разных мест Китая. При желании за 10 юаней можно отведать жареных скорпионов, запеченных воробьев, личинки червей, жареных кузнечиков. Все эти изыски нанизываются на палочку, как мороженое. Отравиться нельзя, если, конечно, с желудком изначально нет никаких проблем. Старый Ванфудзин сохранился только в прилегающих переулках. Здесь и известные ресторанчики, в которых готовят знаменитую пекинскую утку, и бесконечные ряды с пекинской снедью. Как памятник старому Ванфудзину остался здесь старинный универмаг, когда-то самый крупный в Китае. Перед входом стоит бюст образцового продавца Джана. Наверное, это единственный в Китае, а может и во всем мире памятник скромному работнику прилавка. Никаких подвигов Джан не совершил, он просто честно работал, одаривая малышей конфетами, купленными на свою скромную зарплату. А еще в память о прошлых временах вдоль улицы поставлены бронзовые в человеческий рост фигуры музыкантов, рикши, парикмахеров. Желающих с ними сфотографироваться хоть отбавляй. Нынешний Ванфудзин – это один из ответов на вопрос, каким быть новому Пекину.